Несмотря на суровые условия, тайга является домом для широкого спектра диких животных, включая медведей, волков, лосей, рысей и северных оленей. Многие из этих животных приспособились к долгим холодным зимам, отращивая густую шубу и запасая пищу на зиму. Тайга также является домом для многих видов птиц, таких как сибирская сойка и чернолобый чибис. На слуху случай, который произошел этим летом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Молодой человек остановил машину и застрелил медвежонка, который находился рядом с обочиной. Охота в этот период была запрещена, лицензии на добычу у мужчины не было. Государству причинен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Однако есть такие люди, которые плевать хотели на запреты, как государственные, так и моральные. Для них главное это урвать свой кусок пожирнее. Вот и сейчас большой черный джип, подготовленный для езды по непролазным местам, нарушал гармонию таежного леса. «Слышь, Макарыч, ну и где твои медведи?» Раздраженный долгим блужданием по тайге, спросил пассажир с переднего сиденья. Грузный мужчина лет 50 выглядел уверенным в себе хозяином жизни. Скорее всего и внедорожник этот принадлежал именно ему, а шофера он нанял, чтобы самому не мучиться по такому бездорожью. «Да будут вам медведи, Артур Геннадьевич!» Примирительным тоном попытался успокоить водитель важного человека. «Я недавно сам лично следы медведицы с детем тут видел. Где-то по этим местам они к реке спускаются. Дождаться бы только, Артур Геннадьевич. И за что я тебе только плачу, еще местный называется. Охотник-промысловик, твою мать!» Держась за поручень, прорычал Артур Геннадьевич, видимо специально стараясь унизить этого человека. Водитель отвернулся к окну, проглотив обиду и не смея ничего возразить. Деньги-то ведь всем нужны, и порой ради них приходится и потерпеть. А внедорожник медленно спускался с очередного пригорка, объезжая деревья. Вдруг водитель радостно закричал: «Вот они, вот! Я же говорил! Стой, остановись!» Похлопав помощника по плечу, верещал он. «Да где они, черт тебя возьми, я не вижу!» Вглядываясь в кусты, рявкнул Артур Геннадьевич, спешно и неуклюже вытаскивая свое новое дорогое ружье. «Да вот же, вот!» — указал ему пальцем направление проводник. И правда, между деревьями то и дело мелькала крупная медведица со своими совсем еще крохотными медвежатами. Расстояние было значительным, однако в крупного хищника попасть отсюда не представляло особого труда. Наконец, важный охотник справился с чехлом и, открыв дверь, вылез из автомобиля. Зарядив свое ружье, он взвел курок и прицелился в медведицу. Его спутник, затаив дыхание, наблюдал за развязкой этой истории. Прищурив один глаз и положив свою пухлую щеку на приклад, Артур Геннадьевич громко сопел и вообще был похож на старательного школьника. Наконец прозвучал выстрел. Когда синее облачко дыма развеялось дыханием ветра, браконьеры увидели, что вместо медведицы на земле остался лежать крохотный медвежонок. А взрослое животное с остальным потомством спасается бегством, устремившись в лесную чащу. «Вот она, вон! Стреляйте!» — умоляющим голосом завопил провожатый. «Да сам вижу, не кричи, как баба!» Пробурчал себе под нос стрелок, выцеливая свою добычу. Однако и следующий выстрел не принес ему успеха, лишь слегка поцарапав животное. «Фу ты, черт!» Понимая, что охота провалена, выругался он. «Ружье-то я не пристрелял, оттого и мажу». Будто оправдываясь, объяснил он свою неудачу, садясь обратно в машину. «Артур Геннадьевич, а что с медвежонком-то делать?» «В него вы все же попали?» — спросил водитель, глядя на лежащее тело маленького животного. «Да зачем он мне, им даже не похвастаешься. Пускай валяется». Раздраженно распорядился он, пристегивая свое грузное тело ремнем безопасности. Вскоре на месте событий появился и егерь Захар Егорыч. Он сразу услышал выстрелы на своем участке, но расстояние и проходимость здесь такие, что просто физически порой невозможно появиться на нужном месте. От опытного глаза лесного человека ничего не скрылось. Сев возле медвежонка, мужчина молча покачал головой, не понимая, как могла подняться рука на совсем еще кроху. А медвежонок уже давно не дышал. Его стеклянные глаза смотрели куда-то вдаль, возможно, стараясь отыскать свою маму, которая в этот раз не смогла прийти к нему на помощь. Егерь без труда составил картину произошедшего, обнаружив следы от выстрелов на стволах деревьев и каплями.
Крови на траве. К сожалению, обнаружить злоумышленников по оставленному ими следу внедорожника так и не удалось. Прошло уже больше 2 лет с тех событий, но, как часто говорят в народе, зло обязательно будет наказано. Рано или поздно, но когда-нибудь это все равно случится. Вот и наша медведица, придя со своими новыми уже подросшими медвежатами, вдруг опешила, увидев тот самый черный внедорожник, принесший смерть ее ребенку. Этот запах она никогда не забудет. В памяти животного тут же всплыли голоса тех людей, что вели по ним беспощадный огонь. Она вспомнила, как ее медвежонок, упав, издал свой последний стон. Сердце медведицы заполнила ярость. Она встала на задние лапы и грозно зарычала, бросая вызов своему сопернику. Часто люди даже не подозревают, какой огромной силой обладают животные. То, что нам порой кажется невозможным, разъяренный хищник может сделать, не приложив особых усилий. Медведица ударом могучей лапы выбила боковое стекло автомобиля, после чего, схватившись за дверь, вырвала ее с корнем. Ярость застелила глаза животному. Сейчас они ей за все ответят. За дикий страх и жгучую рану, которая еще долго тревожила ее по ночам. За то, что заставили спасаться бегством. И самое главное, за гибель ее медвежонка. Через 15 минут от дорогого внедорожника осталась лишь груда искореженного металла. Выплеснув свою злобу, медведица успокоилась, принявшись обнюхивать и ласкать своих озадаченных поведением мамы медвежат. После чего они неспешно скрылись в таежной чаще. Спустя некоторое время на берегу реки показалась фигура егеря Захара Егоровича. Увидев искореженный автомобиль, мужчина немного опешил, но, подойдя ближе, понял, что тут хозяйничала медведица, так как вокруг были следы взрослой особи и малышей. В памяти тут же всплыла история с погибшим медвежонком. Захар Егорыч посмотрел в свою сумку и отыскал старый измятый листок бумаги, на котором был отпечатан протектор автомобиля, скрывшегося с места происшествия 2 года назад. Сев на землю, он сравнил отпечаток протектора обнаруженного автомобиля со своим образцом и обомлел. Не было никакого сомнения. Это был тот самый автомобиль, скрывшийся тогда с места происшествия. Но как медведица смогла узнать его и отомстить спустя столько лет? Это с трудом укладывалось в голове бывалого егеря, заметно нарушая его представление об интеллекте диких животных. Поднявшись на ноги, Захар Егорович скинул свой карабин с плеча, приведя его в боевое положение. Все, что теперь ему оставалось, чтобы заставить злодеев ответить за свои деяния, это только дождаться, когда злоумышленники вернутся к своему автомобилю. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.